Сказочное Бали. Сегодня я наконец-таки попаду на Балийские острова. Сначала, конечно, нужно пережить 16-часовой перелет, но потом я попаду в свою большую-большую мечту. Это уже второй раз, когда я пытаюсь попасть на Бали. Первый был в феврале 2022 года, были уже куплены билеты, забронированы отели, но началась пандемия, и наш рейс отменили просто за день до вылета. В общем-то, с тех пор я жила с полным ощущением того, что я многое потеряла, и мне срочно нужно попасть на Бали, как только представится такая возможность. Так что сегодня мой 3-годовой гештальт будет наконец-то закрыт. Хотя в этот раз организация поездки тоже не обошлась без сложностей. Мы планировали это путешествие с подругой, но у нее в итоге не получилось полететь. Это немного выбило меня из колеи. Я стала сомневаться в своем желании. Я ни разу не путешествовала одна, поэтому мысль, что я буду совсем одна в чужой стране, меня напугала. И возникли мысли, стоит ли вообще лететь, но я быстро взяла себя в руки, сразу купила билеты, чтобы не передумать. И вот я уже в самолете лечу к своей большой мечте, и никакие обстоятельства не смогли меня остановить. А пока я лечу, подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и обязательно поставь палец вверх. Доброе утро! Я наконец-то выспалась после дороги, так что начну обзор своей балийской виллы. Забронировала очень классный отель. Он представляет из себя отдельные виллы с личными бассейнами, кухней, гостиной, спальней и очень интересной ванной комнатой. В общем-то, есть все необходимое для весьма комфортного отдыха. Называется отель Анима Вилла Семеньяк. Расположен он в районе Семеньяк. Этот район подходит для тех, кто ценит комфорт, любит шикарные виллы, проводить время в ресторанах и клубах, заниматься серфингом или шопингом. Моя вилла рассчитана на двоих, и стоит она 7000 рублей за ночь. На мой взгляд, цена за такую виллу очень приятная. На улице сейчас уже очень жарко, так что, пожалуй, начну обзор с бассейна. Должна заметить, что частные бассейны гораздо приятнее общественных. Небольшой, но достаточно глубокий, не пахнет хлоркой, водичка просто отличная. Освежившись в бассейне, мне захотелось пойти прогуляться. К тому же, после покупки сим-карты и оплаты залога в отеле у меня закончились местные деньги, так что отправляюсь на поиски обменника. А к обзору виллы вернусь позже. В интернете посоветовали вот этот обменник. У него хороший курс, репутация, можно не волноваться, что тебя обманут. Да и офисы достаточно комфортные, с кондиционерами, и их много по всему Бали. Поменяла деньги, и теперь я не бомж. На обратном пути случайно наткнулась на сувенирную улицу. Какое тут все красивое. Сейчас тут все деньги и оставлю. Сувениры на любой вкус. Также на этой улице есть много массажных салонов, кафешек и магазинчиков со всякими разными пляжными штучками. Пройдусь немного по балийским узким улочкам, вокруг очень много храмов, и просто везде, абсолютно везде разложены цветы и пахнет благовониями. Похоже, сейчас какие-то праздники. Все здесь ездят на байках, но мне страшно на него садиться, движение здесь очень беспорядочное, и я не слишком-то опытный водитель, да и прав нет. Поэтому я привезла с собой электрический самокат. И сейчас на Бали в приложениях для такси можно себе вызвать не только машину, но и байк. Это супер удобно и недорого, и на таком байк-такси можно уехать куда угодно. Что-то как-то резко попасмурнело, похоже, пойдет дождь. Буду возвращаться на виллу и продолжать ее обзор. Еще раз покажу свой тропический дворик. Здесь есть лежаки для загара, уличный кран, чтобы мыть ноги на входе, травка приятно пяточки щекочет, но от бассейна я вообще в полном восторге. Идем дальше. Попадаем в спальню. Здесь двуспальная кровать, очень, кстати, удобная.
телевизор и кондиционер. Ну и все. Весьма минималистичный стиль, ничего лишнего, мне нравится. Заходим за кровать, и тут сразу начинается ванная комната. Самый обычный белый туалет в отдельной комнатке. Ну и самый сок — это овальная каменная ванна. Выглядит она очень круто, я обязательно ее опробую. Вообще, в планах у меня было поехать к океану покупаться. Кстати, это будет мой первый океан, который я увижу в своей жизни. Но сейчас ливанул сильный дождь, так что отложу поездку и опробую ванну прямо сейчас. Я просто обожаю ванны, могу лежать в них часами, но в Китае их нигде не устанавливают, и это моя большая личная боль. Единственная моя возможность понежиться в ванной — это где-нибудь в отеле, так что эта вилла теперь нравится мне еще больше. Мой первый балийский день проходит супер расслабленно и спокойно. Настроение прекрасное. Отмокаю после перелета, акклиматизируюсь и настраиваюсь на потрясающее путешествие, полное ярких эмоций и впечатлений. Ничего не расслабляет лучше, чем цветочная ванная с пеной. Советую всем попробовать. Дождь закончился, и выглянуло солнце. Досматриваем последнюю часть виллы и мчим к океану. Вот такая гостиная и по совместительству кухня. Здесь есть большой холодильник с мини-баром, все необходимое для готовки, если, конечно, есть желание готовить. Есть газовая плита и вся необходимая посуда. Еще один кондиционер и вентилятор, качественный климат-контроль. Вызвала байк-такси через приложение GoJack. Есть еще другие приложения, но это самое распространенное. Действительно очень удобная опция, стоит в 2 раза дешевле машины. По дороге попали в пробку, водитель ее благополучно объехал. Так что добралась до океана очень быстро и с ветерком. И вот я уже загораю на берегу океана. Приехала на Dreamland Beach. Этот пляж — идеальное место как для серфинга, так и для спокойного купания. С одной стороны мощные волны, с другой — спокойное мелководье, особенно во время отлива. Но имейте в виду, это не место для семейного отдыха с маленькими детьми или не очень сильными пловцами. Пляж Dreamland знаменит белоснежным песком, лазурной водой, живописными скалами и волшебными закатами. Кстати, прочитала, что вход на этот пляж платный, но я прошла бесплатно, видимо, берут плату только в какое-то определенное время. Бали с северной части острова омывает Балийское море Тихого океана, а с южной — Индийский океан. Индийский океан — один из самых соленых и теплых океанов. Для пляжей, которые омывает Индийский океан, характерны изящная береговая линия, высокие волны, лазурная вода и жемчужный песок. Для Балийского моря характерны темно-кофейный песок и голубая вода. Такое сочетание цветов воды и береговой линии выглядит очень необычно и вызывает чувство восторга. После того, как я хорошенечко накаталась в волнах Индийского океана, нужно вкусненько покушать. Сегодня у меня на ужин ананасовый фреш. Обожаю тропические страны за их свежевыжатые соки из вкуснейших фруктов. И основное блюдо — это стейк из семги на подушке из сливочного картофеля. Очень вкусно. На обратном пути наткнулась на одну из самых популярных китайских сетей мороженого и чая. Так забавно, что они уже и на Бали есть. Второй мой балийский день начался с дождя. Как вы думаете, мой купальник высох? Но это меня не остановило. К счастью, тропические дожди очень теплые и достаточно приятные. Но все же я надеюсь, что дождь закончится, потому что сегодня мне еще предстоит переезд на соседний остров, сказочную Нусапениду.
Мне нравится, как резко меняется погода на Бали. Только что все небо было затянуто и лил дождь. Но дождь заканчивается, небо моментально становится ясным, все очень быстро высыхает и становится жарко, как будто бы дождя и не было. И вот я уже в такси, мчу в порт Санур, из которого буду отправляться на соседний остров Нуса-Пениду. В отличие от оживленного Бали, Нуса-Пенида – это оазис спокойствия и нетронутой природы. Здесь нет городского шума, суеты, туризм развит гораздо меньше, создается ощущение уединения с природой. Остров привлекает внимание своей первозданной красотой. И прямо сейчас я направляюсь туда. Так что обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить видео про сказочную Нусапениду, и поставь палец вверх. Но с Бали я еще не закончила. Через несколько дней я вернусь на него и продолжу его исследовать. И вот я уже на скоростном катере, который домчит меня до Нусапениды всего за час. Так что хорошего вам настроения и увидимся в следующем видео.